того, что, делая так, я показываю, что я преодолел свою собственную ограниченность и способен увидеть свет Господа во всем. So when I am able to do this namaskara Если я способен for every being, сложить руки и поклониться и сказать намаскарам любому существу, that means I am conscious of the Lord presence in это говорит о том, что я отдаю себе отчет, то есть я осознаю присутствие света Господа в каждом существе. So that marks the expansion of my consciousness. Таким образом, это говорит о расширении моего собственного сознания. So therefore, when I do namaskara, the other person has nothing, it is not for the benefit of the other, it is my own benefit. I derive the benefit of doing namaskara to the other person. Таким образом, получается, что когда я кланяюсь и говорю намаскарам другому человеку, не этот человек получает благость, а именно я получаю благость расширения сознания. You see, here to the Lord, many times, Namo Agriyaya, Namo Pradhamaya, Namo Rudraya, like this. Здесь мы все, в Рудра Шукта мы всю дорогу повторяем это Намо, и дальше многие-многие слова, Намо Агрияча, Намо Прадхамаяча, и еще много-много. Is it for our own benefit or is it a benefit for Rudra? Как вы думаете, это для того, чтобы Рудра получил благость? If I don't do namaskara, there is no loss for Rudra. Если я не буду говорить это намаха Рудре во всех этих, в огромном множестве этих форм, то Рудре от этого ни тепло, ни холодно. If I don't do namaskar to any of you, you don't lose anything. Если я кому-то из вас или всем вам не сделаю намаскар, никто из вас ничуть не пострадает, а от вас не убудет. But if I do namaskara, I am benefited. Но если я сделаю, тогда большую благость получаю я сам. So that is what Lord Shiva says. Это то, о чем говорил Господь Шива. It is for your own benefit, your own development, you have to do namaskar. Это необходимо для нашего собственного развития, для нашего собственного блага. Then there is another very subtle point also in this. И в этом есть еще один очень тонкий момент. Suppose, предположим, there is a person who feels himself very high of himself and he feels very much higher than all other beings. Such persons are there. Есть человек, который чувствует себя намного выше, чем все остальные. Он считает, что он лучше, выше. And that is not good for the development, for the spiritual development of that person. If any person has this feeling, if I feel that I am great, I am very much higher than all of you, then it is not good for me. Так вот это чувство, оно очень неблагоприятно для самого этого человека. Если я, например, буду думать, что я намного больше знаю, я вообще более великий, вообще более крутой, чем вы все, а это очень плохо для меня. Why it is not good for me? Because whenever I feel higher or greater than the other person, потому что каждый раз, когда я чувствую себя более великим, более вообще крутым, чем другой человек, then the Lord consciousness in the other person is getting out of my reach, because when I feel greater, then I don't see the Lord consciousness in the other person. It is lost. Каждый раз, когда во мне возникает это чувство, это означает лишь одно. То, что я упускаю из вида свет Господа сознания, который присутствует в этом другом человеке или в других людях, выше которых я себя мню. So, whenever we feel that каждый раз, когда мы чувствуем, other persons are inferior and we are что superior, другой немножечко пониже, чем я, похуже, чем я, that blocks our spiritual advancement. А это немедленно блокирует наши способности духовные.
So then there can be a problem. И тогда возникают проблемы. You take our own example. Возьмите наш собственный пример. Every day, Каждый день, every one of you каждый из вас doing namaskar and even touching the feet to me. делает намаскар, пранам, касается моих стоп. And if even once I feel that because they are doing namaskar and touching my feet, I am very greater than all of them, then I am going down in my evolution. И если я хоть на секунду, хоть когда-нибудь у меня возникнет на секунду мысль о том, что вот они простираются передо мной, потому что я вот такой уже крутой в духовной жизни, в эту самую секунду я очень низко паду в своем духовном развитии. Очень пойду вспять. So it is very dangerous. Dangerous means you are blocked on your evolution. Then I get blocked and my consciousness will never more expand. It goes more and more down. Это очень опасный момент, очень опасная мысль. Если я допущу ее хоть на секунду, это значит, что я паду, и просто потом пойдет регресс, я буду падать все ниже и ниже. Then what I have to do? А что я должен делать для того, чтобы этого не случилось? So whenever other person is doing namaskar and going down, I also should meditate upon the Lord consciousness in that person and offer and keep doing my namaskar. Когда кто-то передо мной делает пранам, простирается, я должен находиться в состоянии медитации, при этом я медитирую на тот свет сознания, который находится в том человеке, который прикасается к моим стопам. Then I am safe. И тогда я в безопасности. So this is like a game. Это подобно игре. У меня вопрос. Now in the internet and all these social nets, also in WhatsApp, all these things, there are a lot of small pictures, pictograms, icons. And there is one with Namaste. And many people are using, is it beneficial for them? If you do it consciously, it is beneficial. If you just do it mechanically, nothing happens. Если ты делаешь это осознанно, понимая, что ты вот именно намаскаром посылаешь человеку, тогда это хорошо для тебя. Если просто следуешь моде или делаешь бессознательно, тогда это ничего не означает. This mudra is okay. If you use this mudra and do this, it is okay. But when you know this significance also, then you can be more benefited. Если вы делаете, даже не понимая значения этой мудры, вы все равно делаете эту мудру, потому что все так делают. Это тоже хорошо, нормально. Но когда вы делаете ее осознанно, понимая, что вы делаете, это приносит вам большое благо. And then Shiva has explained one more thing at this, in the same context. И в том же тексте Господь Шива объяснил еще одну вещь. Suppose there is a person who is very aristocratic and feels himself very high. Допустим, есть человек, который чувствует себя очень таким высоким аристократом, чувствует себя намного выше других людей. And when you do this namaskara to that person, и когда мы кланяемся этому человеку, соединяя ладони, then he may think, yes, this fellow is doing namaskara to me because I am the highest. И этот человек при этом смотрит и думает, что этот человек мне кланяется и делает намаскарам, потому что он понимает, что я намного выше. That means he is trying to receive the namaskar.
Это означает, что он получает этот намаскар, то есть он его присваивает. And Человек feeling присваивает. it is for him personally. И думает, что это вот это поклонение, ну то есть это приветствие ему как личности. Then his feeling of aristocracy is increasing. И при этом его аристократизм только увеличивается. Which will be a big blockage for his consciousness. И это создает огромный блок, блокирует полностью его сознание. So, you are doing namaskara to that person is helping him in going down, not helping him to go higher. Is it bad karma? Yes. When you do this to such a person, this will still more aggravate his state. И если мы, зная об этом, что мы только подогреваем честолюбие, тщеславие этого, не честолюбие, а именно тщеславие этого человека, продолжаем ему делать намаскар и всячески выражать свое почтение, мы способствуем тем самым его падению, все большему и большему падению, то есть участвуем в очень нехорошем деле. Я спросила, это что, плохая карма? Он говорит, да. Suppose so many people are doing namaskar to me, and if I feel, oh, so many people are doing namaskar to me, so I am the greatest. Потому что чем больше человек ему делают такие вот, ну, оказывают почтительность, делая намаскар, он думает о себе все выше и выше, у его картина мира все больше и больше искажается. So in this context, the one who does the namaskar is benefited, but the other person is for him it is detrimental. И в таком контексте тот человек, который кланяется, выражая свою вежливость, почтение, он получает свое благо. Но тот человек, который так думает, получая эти знаки уважения, он при этом, его положение все больше и больше усугубляется в плохую сторону. If you are in such Он получает situation, обратное благо. if you are in such situation, Если вы в такой ситуации, if you do not do the namaskara, then you are the loser. You will lose the benefit. If you do the namaskara, he will be losing. Then how you have to solve this problem? И в этом случае, значит, возникает дилемма. Если мы такому аристократу гордому сделаем намаскар, то мы его сильно, в общем, опустим. Да, если мы не сделаем намаскар, то мы опустим себя, потому что мы не проявляем уважение к свету сознания, которое находится в нем, несмотря ни на что. Then Lord Shiva says, Вот как Господь Шива предлагает решить эту проблему. You need not forego your benefit, but you do the namaskar, but you don't show this to the person. You see? Yes. Он говорит, вам не нужно тоже падать, не делая ему знаков почтения, то есть выглядеть невежливыми, не признавать в нем света сознания. Вам нужно сделать это намаскаром тайком, чтобы он не увидел. Потихонечку так. So, я тебя приветствую. In this manner, you can keep yourself and you don't lose your opportunity to be elevated. At the same time, you don't add something for him to go down. Таким образом, мы решим обе проблемы. Мы и сами не опустимся, не признавая другого человека, потому что все существа – это свет сознания, не приветствуя. Мы не опустимся, потому что мы его поприветствуем, но мы при этом не взрастим в нем его тщеславие, мы ему не покажем этого, и поэтому он не станет еще более тщеславным и не упадет еще ниже. So the namaskar has so much significance. Таким образом, мудрый намаскар имеет настолько большое значение. There's a question.
Можно ли делать это в уме, спрашивает Татьяна. Yes, only when the other person, when you find the other person Да, is egoistic and is aristocratic, если вы видите, что человек очень эгоистичный, then you can do it in mind without showing. тогда можно просто в уме ему поклониться, сделать намаскар. But in all other cases, you have to do it with this mudra, then only you are very much benefited. Но во всех других случаях нужно делать это все-таки сопровождая мудрой для того, чтобы Yes? для того, чтобы получить вот эту пунью, благость. Yes, I know what you are asking. Марина немножко невнятно задала вопрос, но, кажется, я поняла. Она говорит, что у мастера в медитациях, вот в этой книжечке, есть один маленький отрывочек о том, что если у вас есть враги, то нужно помнить, что враги не снаружи, а внутри. И самый лучший способ избавиться от врагов – сфотографировать его, поставить на алтарь и молиться ему как Богу, вашему врагу. What master has given in that meditation is То, что мастер говорил в медитациях, это that when we feel that there are enemies, если вы чувствуете, что есть у вас враг, generally обычно most of the human beings we see enemies outside in other persons. Обычно люди воспринимают врагов как что-то внешнее. Ну, то есть они видят каких-то людей, считают их врагами. But the fact is, Но фактом является другое. Истина в другом. the persons are outside and enemies are inside. Мастер говорит, снаружи находятся только личности, люди, а враги находятся внутри. So, because whom you call enemy Потому что тот, кого вы называете врагом, is also made up of the same substance with which you are made up of. он сделан из той же самой субстанции, из того же самого вещества, что и вы сами. You know, once a disciple of Знаете, один раз he is not a disciple, a person went to Master CVV. один человек пришел к мастеру CVV. You cannot call him a disciple. Он не был его учеником, он просто He went пришел. for a purpose. Пришел зачем-то, по какой-то причине. And Master CVV asked, what do you want? И мастер CVV спросил, ты что хочешь? Then this fellow said, I have so many enemies, I want all my enemies to be destroyed. И этот человек сказал, знаете, у меня столько врагов, я бы хотел вас попросить, чтобы вы всех моих врагов уничтожили. So, I want to live free from enemies. Я хотел бы жить без врагов. So I came to you because you may give some mantra or something. Я пришел к вам попросить какую-нибудь мантру, которая уничтожит всех моих With врагов. which I can destroy all my enemies. So then Master said, you make a list of enemies, list of persons who are your enemies and bring it. Мастер сказал, ну давай, запиши на листочке всех своих врагов и принеси. So this fellow made a list and brought it to Master. Этот человек составил список, пришел к мастеру. And then Master said, from this list you make a priority whom to eliminate first among these fellows. И мастер сказал, ты скажи, выбери из этого списка, кого уничтожать первым нужно. So again he made all these. This is the greatest enemy, so he should be on the first in the list. Who should be eliminated? И он посмотрел на список и сказал, вот этот вот самый главный мой враг,
Его нужно первым уничтожить. And then master said, bring a photograph of that fellow. Тогда мастер сказал, принеси его фотографию. Then this fellow went and he got the photograph, and he was thinking that master will play some mantra or some such magic, and this fellow will be killed. Притащил фотографию в предвкушение того, что мастер сейчас начнет читать какую-нибудь мантру для того, чтобы убить этого человека. So he brought a photograph of that fellow who is his enemy. Принес фотографию этого своего главного врага. Then master said, you put this picture in a wonderful frame. И мастер сказал, эту фотографию нужно поместить в красивую рамку. So he got it a wonderful frame and brought it to the master. Он принес красивую рамку, купил красивую рамку, установил туда фотографию, принес все это мастеру. And then master said, do you really want that this fellow should be destroyed, eliminated immediately? И мастер спросил, ну ты действительно вообще хочешь, чтобы этого врага немедленно не стало? He said, yes, he is very anxious for that. Он говорит, да, я очень-очень хочу, чтобы его не стало. Then master said, immediately you take this photo into your house and you put it on the altar. Мастер сказал, тогда для этого тебе нужно принести эту фотографию в этой рамке домой, поставить к себе на алтарь. And put beautiful flowers. И положить красивые цветы к этой фотографии. And start meditating that picture as the picture of God. И начать медитировать на эту фотографию, как на фотографию Господа. This fellow was shocked. Because he was thinking that master will destroy this enemy immediately, but this master says you put in altar ожидал, что мастер сейчас worship уничтожит этого человека, а мастер, наоборот, предложил молиться на него, как на Бога. Then this fellow was asking master, sir, master, I want you to destroy this my enemy, and you are asking me to worship him? Что мастер, может, не понял и говорит, мастер, я попросил тебя уничтожить этого врага, а ты мне предлагаешь на него молиться. And then master said, this is the only way by which you can destroy your enemy. И мастер ему сказал, это единственный способ уничтожить твоего врага. So he said, for 1 month, every day you do this, after 1 month, the enemy will disappear. И он говорит, ты в течение 1 месяца каждый день должен это делать, медитировать на этого врага, как на Господа. И через месяц ровно этот враг исчезнет. So he started to meditate upon this picture as picture of God, and every day, after 30 days, then he forgot that person is an enemy. So enemy has disappeared, no more enemy. И тогда этот человек последовал все-таки этому совету, в течение месяца медитировал на своего врага, как на Господа. И через месяц этот враг из его головы действительно исчез, потому что он перестал видеть в этом портрете врага. That is what master has given that meditation. Persons are outside and enemies are inside. Именно вследствие вот этого случая мастер EAK дал эту медитацию. И он сказал, что снаружи только люди, а враги, они внутри живут. So you can do the same experiment if you have. Вы можете проделать такой же эксперимент. If you feel particular person as your enemy, если вы чувствуете, что какой-то человек является вашим врагом, then when he appears before you, тогда, когда он появится перед вами, say Namaha. Склоните перед ним голову, скажите Намаха. To the Lord consciousness in him. Скажите это тому Господу сознания, который находится внутри этого человека. When you are connected with the Lord consciousness in the person, когда вы будете таким образом соединяться с Господом сознания внутри человека, который стоит перед вами, then the enemy disappears. Тогда враг исчезнет. So that is what you see
In the Rudra Sukta or any Sukta, any mantra, Namaha, 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 always like. Итак, мы видим вот это намаха в Рудра Шуктам и в любой другой шукте. Предаюсь тебе, намаха. Ничто не мое, все твое. Yes. Yes. But even then, before knowing the significance also, if you start chanting it, the energy of this sukta, mantra, enters into you and drives you to unfold into its significance, and one day then it will be opened. That is why you could come here. Вопрос был такой. Мы вот сейчас только начинаем понимать какие-то слова из этой Рудра Шукты, но мы же давно очень все это поем, намаха, намаха, каждое утро, ничего не понимая, просто произносим эти слова. Дает ли это какой-то результат для нас? Ананда Кришна ответил, что мантра имеет свою силу и энергию, и она действует на нас. И эта сила, энергия, она в какой-то момент приведет нас к тому, чтобы значение этой мантры перед нами развернулось. Например, приведет вас на этот семинар. You know, what is the meaning of the word mantra? Вы знаете значение слова мантра? Tra means tra to protect. Защита. Tra is to protect. Тра означает защищать. Man is mind. Ман – это ум. So when you focus your mind towards that sound, И когда мы концентрируем ум на этом звуке, на звуке мантры, and submit yourself, и предаем себя этой мантре, then you are protected by that sound. That is what is тогда мы called mantra. этим звуком, этой мантрой мы защищаем свой ум. Mananat trayate iti mantraha. That is the explanation. That is how it is explained in Sanskrit. Mananat. Manana means to focus your mind Вот towards that. эта фраза объясняет значение слова мантра, и вот это манана, это означает сфокусироваться на звуке. Then it will protect you. И если мы сумеем полностью сконцентрировать свое внимание на этом звуке, тогда этот звук начнет нас защищать. Точнее, не нас, а наш ум. That is what is signified by mantra. To protect from The utterer, the one to who protect from limitation, from limitation. Я спросила, от чего защищаете? От ограниченности, from fear, from limitation. от страхов. By utterance of these mantras, Произнесением этих мантр there will be expansion of the consciousness. мы стимулируем расширение своего сознания. Произнося мантры, мы расширяем сознание. So here, Namo Agriyaya. Agriyaya means the one who is standing in the apex. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Намо Агрия – это предаюсь тому, кто стоит на вершине. So Agra means Агра apex, – это вершина. and Agra means the part which is foremost. The И part. также это то, что впереди всего находится. Foremost – маш. Точнее. Первейший, наипервейший, да.